Маленький арборианец устроился в своей уютной постели из листьев и был готов к вечерней истории. «Бабушка, расскажи мне сказку, пока я не уснул». «Тебе какую? Про древних королей, воинов или, может, любовников?» «Фу, только не любовники. Давай страшную историю, они мои любимые». «О, мое милое дитя, что ты знаешь о страхе?» Настоящий страх был во времена Великого Голода, когда он бродил по миру. Долгая, бесконечная ночь, когда он пожирал деревья, звезды и даже само солнце. Легенда гласит, что он был выше самых больших гор, древнее корней самых старых деревьев, и его голод был неутолим. Единственной его задачей было постоянно расти, пока он не поглотит весь мир и не останется ничего, кроме пустоты. Бабушка наклонилась над юным арборианом и тихо проговорила: «Но ты не волнуйся, древние арбориане при помощи магического заклинания запечатали его в вечном сне, дабы он больше никогда не угрожал нашему миру. А теперь спи, малыш, ничего не причинит тебе вреда». Она укрыла его одеялом, задержавшись взглядом на звездах в окне. Ночь казалась мирной, но, глядя на темный лес, она не могла избавиться от ощущения, что что-то древнее, почти забытое и голодное витает в воздухе. Первый анонс предстоящего обновления игры Kingdom Rush Alliance только-только вышел, но его уже успели разобрать на молекулы и обсудить каждый уголочек этого трейлера. Довольно детальным, насыщенным, интересным и подробным вышел обзор у Улыбашкина. Также хочу отметить разбор предстоящего обновления и у Алекс Плейса. Мало того, один из обзоров мне вообще попался в виде мультяшной истории. Vesper is here! Lady is here. Lady is coming. Is Kate Smith delicious? You little onions! Sir Hansi, I'd like to trouble you to check it out. What's that on there? Dark Knight boy. Что было довольно мило и весело. Вот что, скажите, после таких детальных разборов вообще можно добавить? Или все же что-то можно? Помимо основной башни, в игре будут представлены две новых специальных башни. И это отдельно интересно. Первая из них — хижина Арбориан, где в качестве поддержки мы можем вызвать 3 бойцов по типу эльфийских рейнджеров из последней обновы, которые будут самостоятельно мчать по дорожке, при этом сражаясь с врагами, и контролировать этот процесс. Скорее всего, друзья, мы не сможем. Поэтому, думаю, при использовании этой казармы будут одновременно спавниться 3 Арбориана и, оголив древесное орудие, неистово мчать на врагов. Еще одной особенностью этой башни есть ее жизненный цикл, так как она имеет шкалу здоровья. Что-то схожее мы уже видели в прошлом обновлении с башней эльфийских наемников и с Тайросом. Только там враг мог переиграть это себе в пользу, поэтому хижину Арбориан можно уничтожить, вероятно, врагом с дальней атакой, после чего образ ее изменится. Согласен, немного грустненько, ну что поделаешь. Вторая башня своей текстурой и образом напоминает пчелиный улей, либо домик для хранения меда, как кому удобнее. И логично было бы предположить, что ее способностью будет рой пчел, но нет.
Я думаю, что это своего рода артиллерия, при использовании которой будет вылетать сгусток медовой массы, наносящий урон и, скорее всего, дающий стан всем врагам в радиусе поражения. А что насчет стоимости этого ресурса, спросите вы? Думаю, возможность использовать эти башни будет ограничена лишь временем их восстановления. Как, например, кристаллы в хеллоуинских миссиях Vengeance или цветы из Origins. Кстати, момент с цветами попрошу запомнить. Разве что Айронхайды хитрее и сделают медовую бомбарду за монеты. А еще эта башня, скорее всего, будет неуязвима. Ну, я надеюсь, ведь не хочется, чтобы этот домик по типу дома голема из Vengeance встал и пошел к нашим флажкам. А еще мне очень повезло делать этот обзор после выхода не только трейлера, но и шортса по анонсу к предстоящему обновлению. Ведь там интересного не меньше, чем в основном видео. Ну, во-первых, нам представлен образ новой башни в ее стартовой версии. Ну, я так думаю. Во-вторых, действительно, в самой кампании из бегущих яиц спавнятся полноценные крокодилы. Спросите, в чем прикол? Мое мнение, шкарлупа защищает их от урона. В-третьих, представлен образ еще одного врага, а именно крокодила с яйцами. И ничего смешного, в прямом смысле этого слова. Крокодил с большими яйцами. И скорее всего это арта по типу плевунов компании со смотрителем. А еще тут есть крокодильчик кепки и на моторной лодке. Это к чему, я пока не знаю, но в одном из своих постов Айронхайды написали, что в этой истории крокодилы были задолго до анонса игры GTA 6. Вроде бы казалось все, но нет, вот прям и близко. В этом шортсе нам рассказывают некоторые подробности, а именно способности и ульту нового героя. Круто, скажите? И сейчас мы с вами будем просматривать кадр, который в целом занимает 1 секунду. Но сколько тут всего! Для начала вспоминаем цветы. Первым, что я заметил, это цветок, максимально похожий на тот, что был в Kingdom Rush Origins. И буквально сразу обратил внимание на небесного цвета ауру вокруг дворфийского огнеметчика силуэтом руны. А это символ нового героя. Прикиньте! А потом, подумав, я осознал, что это две отдельных способности героя. Усиление рядом стоящих башен, кстати, может это его пассивное умение, и спаун цветка, который метает магический шар, бьющий по площади. Ну вот как здесь, например. Обалдеть? Но, как говорится, я за деревьями леса не увидел. Какой цветок, когда тут по дороге катится целое бревно, сносящее все на своем пути. Вы скажете, это особенность карты? Так уже есть две независимых специальных башни на этой карте. Третья сила, ну это прям вообще перебор. Я думаю, это ульта нового героя, как машинка у боеголовки. И напоследок, метательная серия шипов, что, по моему мнению, либо отдельная способность героя, либо это его основное умение. Фух! На самом деле это было весело и интересно. Надеюсь, и вам понравилось. А пока ждем 4 декабря и выхода нового обновления. Спасибо за ваше внимание и терпение. Берегите себя. И да пребудет с вами сила. Па-па. The green follows my wings.